Всем привет! Сегодня будем вязать прямоугольную корзину вот с таким деревянным поддонышком 20 на 10 сантиметров. Использовать я буду два крючка 5,5 и 4. А пряжа у меня трикотажная фирмы Триколина, стопроцентный хлопок, 7,9 мм, и в бобинке у меня 100 метров. Для начала отмеряем немного пряжи, делаем хвостик сантиметров 30-40. Он нам понадобится для бесшовного соединения. Значит, вот мы отмерили хвостик. В угловое отверстие вставляем большой крючок, у меня он 5,5. Продеваем и делаем первую петлю. Провязываем ее за основную нить. То есть вот хвостик, я его отставляю в сторону, а основной нитью я продолжаю делать обычные столбики без накида. Хвостик пока убираем вот таким образом в сторону. И продолжаем провязывать каждое отверстие обычными петлями. Продела, взяла рабочую нить и провязала. Продолжаем так провязывать до угла. Вот я довязала до угла. Сейчас в это угловое отверстие нам нужно провязать 3 столбика. Заводим крючок, подхватываем рабочую нить, вытягиваем и провязываем первый столбик. Далее провязываем вторую петлю. Если у вас уже не проходит крючок или идет туго, можете уже поменять его на более тонкий. Я провязала 2 столбика. Сейчас возьму крючок потоньше, чтобы удобнее было заводить его, и провяжу 3 столбик. Готово. Вот такой угол получается. Берем крючок основной и продолжаем. Есть небольшой секрет: для того, чтобы наши петли были одинаковые, можно поворачивать крючок и к отверстию. Если он вот так становится ровно, значит петельки у вас будут одинаковые. Если же нет, то можно поправить, подтянуть или наоборот расслабить. Продолжаем вязать до следующего угла. Вот я довязала до второго угла. Делаю то же самое, что и с первым. Провязываю 3 петли. Меняю крючок на меньшего размера. Два и 3. Точно так же продолжайте до конца. Вот дошла я до конца, провязываю последнюю петлю. В итоге у меня получается, что в этом углу у нас уже есть 2 петли, последняя и самая первая, которая была. То есть нам нужно добавить 3-ю. Вот я вывожу. На этом этапе вот мы не провязываем ее рабочей нитью, а снимаем рабочую нить и берем наш вот этот хвостик, который мы вначале оставили. Провязываем 3-ю петлю вот таким образом. Провязали. И сейчас нам нужно полностью вытянуть хвостик. Вытягиваем.
Так, вытянули, подтянули основную. Дальше с изнаночной стороны заводим крючок под самую первую косичку, вот первые 2 полупетли. Завели крючок, подхватываем наш хвостик и вытягиваем. То есть мы делаем точно такую же косичку. Поправлю, чтобы было ровненько. Далее переворачиваем изделие. Сейчас покажу поближе. Заводим крючок под самую последнюю, вот наш последний столбик, вот первая перемычка, вот последняя. Заводим под перемычку и под одну полупетлю, то есть посерединке нашей косички выходит крючок. Вот он. Берем хвостик и вытягиваем его. Вот что у нас в итоге получилось. Сейчас нам нужно будет провязать вот эти дырочки, чтобы их не было видно. Для этого берем крючок меньшего размера, основную нить, заводим крючок не в угловое, а вот в первое отверстие. Вот, вывели петлю в следующее отверстие, подхватили и провязали. И еще раз завели в отверстие крючок, подхватили рабочую нить и вывели. И таким способом продолжаем провязывать до конца. Вот я довязала до конца, завожу крючок в угол, убираю в сторону хвостик, рабочей нитью провязываю петлю, вот она, провязываем рабочей нитью последнюю петлю, вот. И теперь нам нужно ее отрезать. Убираем пока рабочую нить, вытягиваем остаток пряжи. Дальше, чтобы соединить все это дело, заводим крючок под первую косичку, берем вот этот оставшийся кусочек пряжи, протягиваем. И сейчас будем заводить ее вот сюда. Мы делаем такую имитацию нашей еще одной косички. Захватываем пряжу крючком и вытягиваем ее на изнаночную сторону. Вот такое незаметное соединение получилось. С изнаночной стороны будем прятать этот хвостик. Сейчас завожу крючок, подбираю его и вытягиваю просто наверх, вот сюда. Дальше мы его просто положим и обошьем во время того, когда будем поднимать стенки. Вот таким образом положим и зашьем. Первый ряд будет провязываться за перемычки, вот за эти. Заводим крючок под ту перемычку, где у нас выходит хвостик. То есть вот, завела крючок, беру пряжу из мотка рабочую, прикладываю и делаю первый столбик. Также провязываем весь первый ряд. Здесь мы сейчас прячем остаток пряжи наш.
Заводим крючок под перемычку и провязываем второй столбик. Продолжаем вязать также до конца, никаких прибавок больше не будет. Возможно, первый ряд будет вязаться туго, но это только первый ряд. Я провязала до конца почти. Передо мной вот оказался остаток пряжи рабочей, которую мы подсоединяли. Его я провяжу и спрячу так же, как мы это делали в начале ряда. Вот моя последняя перемычка, это последний столбик. Смотрите, как его провязываем. Заводим крючок, вот с изнаночной стороны, рабочей нитью подхватываем, делаем петлю. Вот у меня на крючке 2 петли. Далее провязывать мы будем не рабочей нитью, а хвостиком, который мы оставили. Вот я беру хвостик и протягиваю, вытаскиваю пряжу полностью. Подтянула рабочую нить, чтобы выровнять петельку. И сейчас будем соединять. Для этого завожу крючок под первую горизонтальную косичку, вот с изнаночной стороны на лицевую. Вывела, подхватываю этот хвостик и вывожу его опять на изнанку. Дальше с изнаночной стороны заводим крючок, вот последний столбик, который был под последнюю перемычку и между косичками. То есть вот наша последняя горизонтальная косичка. Вот посерединке проводим крючок, захватываем этот хвостик и вытягиваем его полностью. Готово соединение. Так мы будем соединять каждый ряд до последнего. Значит, это был первый ряд, он был обычными столбиками без накида. Второй ряд уже будет идти по узору. Начинаем мы провязывать не ту галочку, там где у нас выходит хвостик, а та, которая перед ней. То есть вот заводим крючок под перемычки, то есть под косичку. И вот видите, где у меня хвостик выходит? То есть крючок у нас находится слева. Захватываем рабочую нить и провязываем первый столбик. Второй мы будем провязывать уже не под перемычку, а между двумя полупетлями. То есть вот эта полупетля будет всегда оставаться как часть узора, а под другую мы провязываем столбик. Далее повторяется узор, опять провязываем под косички, то есть по 2 полупетли.
Следующий опять между полупетлями, то есть в косичку, в серединку. Провязали. Так у нас и получается. Одна сверху, одна снизу, одна сверху, одна снизу. Так вы продолжаете до конца. Я довязала до конца, показываю, как я буду делать соединение. Так как в начале первый столбик мы, провязывая, заводили крючок под косичку, соответственно, заканчиваем мы, заводя крючок между косичками. То есть они не должны повторяться. Значит, захватываю рабочую нить, вот у меня 2 петли на крючке, беру хвостик, так как это последний столбик, я провязываю его хвостиком для соединения. С изнаночной стороны завожу крючок под самую первую горизонтальную косичку, подхватываю хвостик, вытягиваю полностью, с изнаночной стороны завожу крючок, вот покажу поближе, завожу крючок все так же под последнюю перемычку и выхожу в серединку косички. Беру хвостик и вытягиваю. То есть мы делаем еще одну петельку. Готово. Вот мы провязали один ряд, показываю следующий. Третий ряд. Значит, заводим крючок, вот перемычка, там, где у нас выходит хвостик, рядышком с левой стороны, вот, заводим под косичку. Начинаем мы всегда одинаково, вот завели под косичку и провязываем обычный столбик без накида. Рисунок будет повторяться, то есть если у вас снизу столбик провязанный в серединку косички, значит вы провязываете также. Вот, провязали. Третий столбик заводим под косичку. Вот оно повторяется, узор. Следующий заводим опять в серединку косички и провязывайте. Продолжаем также до конца. Дальше вы продолжаете вязать точно так же до нужной вам высоты. Я сейчас довяжу и покажу, как я заканчиваю изделие. Вот я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядов. По сантиметрам это получается 9 сантиметров в высоту. Сейчас показываю, как это все дело завершить. Хвостик я кладу сверху, отрезаю ненужное и просто провязываю его, как и предыдущие остатки пряжи, которые у нас были.
Вот, последний столбик мне остался. Провязываем. Готово. Далее отрезаем пряжу. Вытягиваем полностью. И делаем такое же соединение, как мы делали на протяжении всего вязания, только не хвостиком, а основной нитью. Все, осталось просто протянуть этот остаток пряжи. Можно либо вниз, либо в сторону, как вам удобней. Я сделаю это в сторону. Протянули, отрезаем лишнее. Сейчас я ее отпарю и покажу вам результат. Вот такая корзинка у меня получилась. Спасибо всем, кто досмотрел это видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Также хочу напомнить, что некоторые мои изделия можно приобрести. Ссылки будут в описании. Всем спасибо, всем пока!